Так, вводное видео про материалы. Итак, изначально то, чего не видно в кадре, я рисую на пластиковом планшете. Ну, буквально вот кусок пластика, оставшийся после ремонта. Под верхний край, вот под этот край, я подкладываю моток скотча. Таким образом у меня получается такой хороший наклон. Рисую я стоя. Это позволяет мне чаще хотя бы на шаг отходить от рисунка и смотреть, как он смотрится издалека. Это очень важно, иметь такую возможность. Когда мы рисуем сидя, мы хуже контролируем общую ситуацию. Так, значит, палитра. У меня палитрой работает детская пластиковая доска для лепки из пластилина. Хороша она, во-первых, своим размером. Этого вот такого формата хватает для того, чтобы на любом этапе работы оставались чистые участки палитры, если мне нужен какой-то вот почище оттенок светлый намешать. У нее есть бортики по краю. И нету, значит, посередине вот этих ячеек, которые как бы сковывали бы мои действия, поскольку мне часто требуется вот смешивать лужи и между собой. Так, значит, у меня палитра, получается, лежит на планшете под наклоном вместе с листом, но это только ради кадра. Как бы вот, если бы я рисовала не на камеру, палитра лежала бы, естественно, горизонтально на столе. Еще момент. В левой руке у меня все время влажная тряпка, да, ткань, об которой я контролирую количество влаги на кисточке. Значит, если мне нужно много воды, я могу вот так просто сделать. Если нужно, чтобы контролировать, чтобы ничего никуда не уплывало, тогда я после каждого споласкивания кисти делаю вот так. Но в кадр, естественно, что моя левая рука в кадр не попадает. Что еще? Кисточка. Кисточкой я вот сейчас рисую каллиграфической кисточкой. Она хороша чем? Тем, что она работает сразу и как плоская кисть вот лопаточкой, да, и она же работает как кисть, с достаточно тонким таким кончиком, достаточно тонким. Я не занимаюсь практически никогда такой супер детализацией, поэтому, если мне надо что-то острее, я возьму какую-то специальную кисть для этого, да, но в принципе вот этого кончика и хватает. Так, есть еще кисть вот покрупнее, которой я пользуюсь для заливки фона. Если ссылкой на эти кисти поделюсь, это дешевые кисточки с Алиэкспресса. Если у вас нету каллиграфических кистей, подойдет круглая белка. Вот примерно 8, то есть примерно миллиметров 8 у основания. Круглая белка, когда она намочена, у нее вот такой тоже остренький кончик для больших заливок. Вот такая круглая белочка для основной работы, у нее тоже острый кончик. И вот такая синтетическая кисть, которая тоже круглая с острым кончиком. Эта кисточка чуть более упругая, чем кисти с натуральным ворсом. Ею удобно, вот где-то что-то, если надо прорисовать, у нее хороший кончик. И если надо где-то выбрать лишнюю краску, вот сделать посветлее. Вот эта кисть тоже для этого хороша. Но, в принципе, вот эти две кисти заменяют вот эти. То есть очень удобны.
Так, вода. Вода у меня стоит вот в таком литровом ведре из-под сметаны. С какой целью? Ну, во-первых, для того, чтобы мне хватило этой воды на весь процесс рисования, чтобы мне не надо было бегать ее менять. И еще один очень такой важный момент. Поскольку ведро большое вот это, у меня нету соблазна случайно поднести его к рту и отпить вместо поставленной рядом чашки чая или кофе. Я думаю, вам знакома такая проблема. Но я рисую в эфире, как бы я уже не приношу себе ни чай, ни кофе. Но если вы рисуете, вы знаете, что вы, как правило, приносите себе чай, кофе и ставите тоже с правой стороны рядом со стаканом для мытья кистей. Поэтому мой лайфхак, значит, вода находится справа в литровом ведре, чай, кофе слева в чашке. То есть, чтобы не было вот таких спонтанных действий, когда случайно макнула кисточку в кофе или случайно хлебнула грязной воды. Так, цвета. Какие я буду использовать цвета? У меня краски Невская палитра и, ну, вот такой старинный набор, да? Невская палитра, белые ночи. И вот уже вот вторым этажом вот эти вот, это уже примешивается Виста Артиста. Ну, которая, она как бы немножко отличается по качеству. Она как, вот Виста Артиста, она как-то немножко мягче. И сильнее гранулирует. Вот для пейзажей я бы, наверное, не переходила на Висту Артисту, а для цветов она неплоха. Вот это в цветах как бы грануляция не мешает. Итак, что буду использовать? Вот кадмий лимонный, неаполитанская желтая, ультрамарин, розовая и кадмий красный. Все, в принципе, я думаю, ничего больше не понадобится. Красный, розовый, две вот красные, красная, розовая, да, отнесем их к красным. Две желтые, еще голубые, да. Вот смотрите, две желтых, холодная, лимонная и теплая неаполитанская желтая. Две красных, условно говоря, это холодные, розовая и теплая кадмий красный. И ультрамарин синий, да, вот ультрамарин. Еще вот будет две голубые в смеси у меня это, ну, вообще не принципиально, какие голубые вы будете использовать. У меня это цирулиум и кобальт лазурный. Вот в парочке я их так прям замешиваю. Но, в принципе, это могут быть любые голубые, которые вам симпатичны. Пожалуй, все. Да, про материалы все. Бумага. Бумага у меня хлопок 300 грамм, среднее зерно. Я ее покупаю в целые большие акварельные листы 56 на 76 или 58 на 78 сантиметров. И разрезаю. Вот это вот 1/8 акварельного листа. Она почти по размеру почти что А4, немного меньше. Так. Перед рисованием я ее мочу с двух сторон. Вот у меня флейц, такая кисточка с ворсом козы. Ну, в принципе, любая большая кисть, которая у вас есть, желательно, чтобы она была, ну, такая достаточно мягкая. Хотя вот у этой бумаги очень прочная фактура, как бы ей ничто не повредит, ничто ее не смутит. Так, вот намочила с одной стороны, переворачиваю. И мочу с другой стороны. Воды максимально много. Слежу только, чтобы не было, ну вот к маленьким форматам это не относится, слежу, чтобы не было луж. Ну вот на таком формате как бы лужи, ну и учитывая то, что у меня все-таки наклон планшета.
Вот так намочила бумагу. И к рисованию, сейчас вот намочу еще под палитрой, чтобы она у меня не гуляла. Вот так. Все. И к рисованию я смогу приступить минут через 10, когда перестанет блестеть поверхность бумаги. При этом внутри у нее будет очень много воды.